попробуем разобраться, какие могут быть проблемы при движении по направлению в левую сторону. Значит, смотрите, если у вас крючок был выдвинут вот так, даже вот так, попробуйте самое первое, что сделать, это убрать еще дополнительно длину крючка. Я сейчас объясню, почему это может помочь. Так. Значит, смотрите, когда мы подаем материал снизу, следите за своей лопаткой. Именно ключевое, мы следим за лопаткой. Потому что когда вы начинаете концентрироваться на нитях, вы очень сильно начинаете напрягать лопатку. И, конечно, она у вас будет очень сильно быстро уставать. Из-за этого мышца будет в сильном перенапряжении, и вы не сможете легко потом подавать бусинки, потому что перенапряжение идет именно от лопатки. Когда мы начинаем напрягать указательный палец, средний палец, вы можете вот почувствовать, как ниточкой фасция идет под лопатку. Поэтому ключевое — расслабляем лопатку. То есть как только почувствовали, что напряжение пошло, взяли, расслабили лопатку и потом продолжаем работать дальше. Дальше, смотрите, я беру, вот у меня нить с бисером. Я взяла крупные бусины, просто чтобы было видно. Принцип с мелким точно такой же. Вот я их беру в руку. И они у меня свободно здесь лежат. Вот. Я их могу прям подтянуть практически, да, под самый верх. И вот когда я делаю прокол, я подаю. И смотрите, когда у нас крючок, иглу мы укорачиваем, то получается у нас бусинка уже совсем близко к ткани, да, и мы только раз заворачиваем, уже близко у нас сам крючок, и мы только заворачиваем и вытягиваем. Когда у нас находится игла дальше, то вы, когда подтягиваете, вам получается, нужно сделать оборот, и нить дольше, да, скользит по самой игле и может просто соскочить у вас. И так получается, что вы подперли бусинку вот под базу, да, здесь же ее уже придерживает и игла крючка, и здесь же вы наматываете на иголочку. Вот, видите, основную часть бусиночек я держу в руке. Вот, я прокалываю. Указательным пальцем я раз подаю и наматываю. Смотрите, можно даже подавать вот так. Вот много, да, подаем и потом как бы отделяем. Так бывает, можете попробовать, бывает так даже легче делать. Но основное это то, что вот вы указательным пальцем вы подали, и вот сразу указательным пальцем повели разворот сюда, да, ниточки, и вывели. Вот, повели сюда пальчиком и вывели. А большой палец у вас просто вот как вспомогательный, он помогает, вот он держит, и указательный он придерживает, а большой палец он направляет ниточку. Вот мы подтянули, и большой палец, вот я движение делаю, вот раз. Снова я указательным я держу бусинку, а большим я вот раз и разворачиваю. И смотрите, опять же вот здесь мы контролируем, чтобы не шло вот такое, да, сильное давление.
То есть, когда вы начинаете уже давить, вы просто понимаете, что опять я напряглась, да, опять пошло напряжение в теле, расслабляем лопатку снова. И еще такой момент, смотрите, где у меня бусинки в руке находятся. Они у меня не здесь находятся, видите? Вот отсюда я подать не смогу. Вот с этой части ладони я не смогу подать. У меня бусинки находятся вот в этой части, да, вот между, на уровне большого и среднего пальца. Вот здесь, вот основная часть. То есть здесь, если они будут у вас лежать, вы не подадите бисер, будет неудобно вам подавать. Вот так. И идем. Давайте еще, если мы идем в другую сторону. В другую сторону, вот, да, у нас движение. Здесь у нас указательный палец держит как бы сразу, да, здесь удобнее держать. Потому что вот он подает за иголочкой. Удобнее с этой стороны, да, подать. И все, и мы вытягиваем. И посмотрим, как это выглядит с другой стороны. Ну, хотя и здесь тоже. Мне, конечно, удобно в любую сторону, но я понимаю, как бы, какие трудности у вас могут быть. Но основное это то, что мы указательным пальцем подали, удерживаем и большим делаем вот такое, да, круговое движение по ходу поворота крючка. И это независимо от того, в какую мы с вами сторону двигаемся. То есть все равно указательный подает, ну, хотя здесь вот смотрите, видите, я большим придерживаю, сразу им и наматываю. Можно еще посмотреть разочек, да? Так, идем вправо, да? Вот я указательным я подаю. Но здесь, смотрите, когда мы идем вправо, у нас все-таки больше будет поддерживать даже большой палец, даже он как-то больше играет главную роль. А когда мы идем влево, то здесь все-таки указательный палец. То есть вот влево именно указательным пальцем подали и большим пальцем завернули. Вот так.